С мамой мы жили в поселке, недалеко от леса. Отца я не знал, он бросил маму еще до моего рождения. А мама не стала, когда мне было 7 лет, у нее была онкология. Я ее очень любил и до сих пор помню. Меня забрали к себе дядя Трофим, мамин брат и его жена Арина. Они оформили опекунство, и до сих пор я живу с ними. Их дети, сын с дочкой, уже давно взрослые, обзавелись семьями и уехали из здешних мест в города. Прошло время. Для меня дядя и тетя стали самыми родными людьми, я их даже стал называть папой и мамой, и они меня любят, как младшего сына, я это чувствовал всегда своим сердцем. Учился я уже в старших классах. Однажды, весной, я задержался в школе на одном из школьных мероприятий по подготовке к празднику. Возвращался домой уже к вечеру, было довольно-таки темно. Зайдя на крыльцо дома, я наткнулся на что-то мягкое, на какое-то живое существо, которое тут же запищало. Я подумал, что это щенок, поднял его на руки и занес в избу. При свете мы увидели и оторопели на мгновение, это был не щенок собаки, подброшенный кем-то, а настоящий маленький волчонок. Первый момент мы даже не поняли, откуда он здесь и что на днях, идя из леса, он увидел на задворках деревни волчицу с волчонком. Еще подумал тогда, странно, почему она так близко подошла к деревне и почему волчонок у нее только один. Видно, у нее случилась какая-то беда. Уж не тот ли это волчонок? Озабоченно сказал папа. Скорее всего, что тот, продолжила мама. Мы его осмотрели и поняли, что он сильно истощен, худой очень. Папа сказал, видно, у волчицы не стало молока, другие волчата погибли от голода, а он более сильный, остался жив. Она была вынуждена принести его сюда, чтобы он не погиб, понимая, что у людей есть молоко, хоть и не волчье, которое волчонку сейчас очень необходимо для жизни, потому что он слишком еще мал. «Конечно», — сказала мама, — «пусть пока живет у нас, раз волчица нам его доверила. Мы его выкормим, подрастим, а дальше будет видно». Время шло. Волчонок рос. Мы все к нему очень привыкли. А волчица все это время выходила из леса и ходила вокруг деревни, стараясь не попадаться людям на глаза. Она выжидала, когда волчонок подрастет, и вовсе не думала его оставлять нам, людям. Мы это хорошо понимали и знали, что она ждет волчонка. И как-то я решил поговорить с мамой о нем, зная, что мама к волчонку очень привыкла, ведь она за ним ухаживала с первого дня появления у нас. «Мама, я тебя очень, очень люблю, хотя и не забыл свою родную маму, но ее уже нет, и не вернешь. А у волчонка есть его мама, которая любит его, и он нуждается в ее волчьей любви и заботе о нем». «Ты это к чему говоришь, сынок?» — спросила мама. «Я говорю это к тому, что волчонка нужно вернуть маме волчице, потому что она страдает по нему», — сказал я. «Я поняла тебя, сыночек. Как только волчонок подрастет, будет есть мясо, а не только пить молоко, тогда мы его обязательно отпустим к ней». Ее такое решение мне очень понравилось. И к этой теме мы больше не возвращались. Прошло лето, осень, наступила зима. Волчонок за это время очень подрос. Кличку мы ему специально не давали, чтобы не привык к ней. И однажды, ночью, волчица подошла очень близко к нашему дому и стала терпеливо ждать, когда волчонок ее почует. Она уже знала, что волчонок подрос, и его пора забирать от людей. Мы проснулись от скуления волчонка. Он почуял маму-волчицу, забеспокоился, заскулил. Стал тыкаться носом то ко мне, то к папе. И мы поняли, что пришла пора отпустить волчонка к маме-волчице.
папа открыл дверь из избы и выпустил волчонка на улицу. Волчонок поглядел в темноту, осмотрелся, принюхался. Почуяв маму-волчицу, поглядел на нас на всех и побежал к ней, радостно поскуливая. От света из окон дома было видно, как волчица его обнюхивала, облизывала, как бы смывая с него чужой запах. Однако приняла его и увела в лес. Была ли она одинока или у волчицы была стая, нам было неведомо. Но мы все равно были этому рады. Прошло 2 года. Мы завели пса, взяв его еще щенком. Он был такой беленький, пушистый, мы дали ему кличку Снежок. Очень привыкли к нему, да и он к нам. А волчонки уже потихоньку стали забывать. Но однажды зимой я пошел на лыжах покататься на задворке, ближе к лесу, там было очень ровное место для лыжных прогулок. И вдруг из леса, прямо на меня, вышел медведь-шатун. Я, конечно, хорошо знал, что такие медведи еще опаснее тех, которые ложатся в спячку. И раньше слышал уже разговоры товарищей, что появился в округе медведь, но как-то этому значения не придал, поэтому и поехал покататься. Я очень испугался, резко свернул обратно в сторону деревни, но в этот момент упал, и медведь уже стремительно бежал ко мне, оскалив свои клыки и громко ревя. Я даже не успел и опомниться, как тут, мгновенно, из чащи леса выбежала целая стая волков. Они моментально окружили медведя, злобно зарычали, набросились на него, кусая за лапы, за бока. Медведь почувствовал неравные силы и побежденный, ревя, убежал обратно в лес.